Снова привет. Хочу на другом аккаунте пройти бездну другими перцами. Запись у меня будет в таком ускоренном формате, так сказать. В первую половину я взяла Кинича, хотя первоначально пробовала пройти за часку, но что-то у меня с чаской совсем не сложилось. Ну, точнее, не справилась она с этой половиной, и я решила сюда поставить Кинича, подумала, что ему тут будет немножко проще с тем же въебом. Здесь нет той Эмили, чтобы ему в пачку поставить, или той же Николь. Поэтому вот придумала такой своеобразный состав. Но, честно говоря, вместо фишки здесь хотелось бы, наверное, Николь поставить, чтобы Киничу не откидывали. Это у него щитболт. Видите, его постоянно откидывают. Ну, в итоге я с этой половиной справилась, хоть и с трудом. Ну, говорю сразу, это было с трудом не потому, что у меня руки мега кривые, хотя это так и есть, а потому что у меня совершенно нету на основе ни одного перса из Натлана, ну, только Сетлали. Поэтому я за них не умею играть ни за Кинича, ни за Маву. Маву вообще терпеть не могу. Поэтому, если вам больно от моих ротаций, как я катаюсь на мотоцикле, закрывайте глаза. И там видно 150 тысяч. Кинич иногда бьют. Ну, циферки есть. Если бы я еще умела правильно кнопочкой жмакать, было бы еще замечательнее. Ну, во второй половине у нас мало за своей пачкой. Я не знаю, Фурина здесь лишняя или нет, но впихнула ее сюда. Сана С2. Фигной. Пускай поработает. Я у себя на основе крутила только Сетлали, и то не потому, что она мне понравилась, а потому что она единственная из Натлана, кто мне не так сильно не понравился. А усилить Арлекина очень хотелось. В общем, в Дешку Сетлали еще пережить могу, у всех остальных Натланца нет. Геймплей этот мотоциклетный не мой. Всех остальных ни Часка, ни Кинич совершенно не зашли. Вот здесь нужно было залезть на эту гору. Я что-то на нее наплевала и решила так добить этого босса. А потом подумала, что я все-таки его не смогу добить, и решила все-таки залезть на колонны. Да, я знаю, что там надо не крутиться на мотоцикле, а всякие эти... Ой, как это называется? Ну, короче, там паркрут такой, и потом планжуешь. Я смотрела, как это делается, даже что-то у меня получалось, но мне так лень было сейчас этим заниматься, терпеть не могу эту маму. Поэтому просто ездила по кругу. Нет, ну если бы очень много не хватало бы времени, то я бы получилось бы это проходить. И так, если она и так проходит, то зачем? Тем более аккаунт не мой. Наверное, фишка здесь действительно лишняя, но я не знаю, кого еще вместо нее можно было сюда впихнуть. Нахида здесь нету. Вообще дендроперсов нету. Пожалуй, Кинич единственный дендро. Ну, Яу-Яу, который не прокачана. Даже никого сюда не впихнешь. К нему в поддержку. Древний геошоп. Давно не виделись. Разработка закончилась фантазия. 174 тысячи. Так, Кинч. Ну, Кинч здесь так себе. Средненький, я бы сказала. Или даже слабенький. Или сигны. И сила так вы видели, сколько там мало. Ну или не видели. Видите.
Так вот натяжку он справляется, конечно. Если бы меня Геовишап постоянно не отталкивал, справились бы быстрее. Ну, там Вика во второй половине, она спокойно пройдет и за минуту. Не проблема. Да, Кинчу, конечно, больно, во все время пинают. Ульту Светлали не нажала. Ну да, действительно, зачем? Я просто думала эту деву завалить по-быстрому, но по-быстрому не получилось, поэтому не всю ротацию прожала. По 108 тысяч крутит. Прикольно. Но мне Черный Орликин нравится больше. Хоть иногда бесит ее долг жизни, которого все время мало. Ну, была бы у меня всегда. Таких проблем с долгом не было. Но все равно она мне нравится больше много. Мотоциклетный геймплей вообще не мое. Так, последний зал. Карточки вообще ужасные. Прозревший, как его здесь называют. Ангел. Ну так, интересно за Кинича играть, но очень сильно непривычно. Просто я пыталась понять, что я сейчас делала. Что-то у меня у самой это не получилось. Ну, я имею в виду понять. Да, сюда бы Дурина в компанию Николь. Вот было бы круто. Щиточек был отличный. И атака лучше. Не эта дурацкая поляна Беннета. Кого-нибудь с Дендерсетом. Восемь 3, ну ничего, там Вика все равно справится. Это я попыталась вот эту заряженную атаку остановить этих клонов. Ой, я под этим мотоциклом совершенно ничего не вижу, где вокруг кто и куда там нужно идти. Так, почти мы добили. Еще там минута остается. Даже с моим неумением играть на Мавуике, с такими вложениями все равно все пройдется. Почти добила. Стараюсь обычно правильно соблюдать ротацию, но чаще всего я про них забываю и вообще рандомно жмакаю. Такое вот было прохождение. Сейчас покажу вам сборочки. Так, давайте посмотрим с вами сборки. Я, честно говоря, сама не знаю, как они собраны. Это не мой аккаунт, а брата. Даже не знаю, что там у них собрано. Смотрим вместе с вами. Так, Кинич. 1600 атаки. Ну, ничего так мало. 59 на 220.
Так, драконья кость R5, артефакты. Че так мало атаки? Чисто за счет драконьей кости? Атака. Бонус Дендра. Ясно. Так, оружку посмотрели, артефакт посмотрели, созвездие C0. Таланты 9-9. Дурин. Почти 2000 атаки. Сигна. 65 почти на 190. Ну, я бы добавила, конечно, шансик. Так, из ртов вот этот его сет. Шабашный домашний. Созвездие C0. Таланты 2 десятки. Такой вот Дурин. Так, фишка. 2000 атаки с плюсом 83 на 160. Так странно, 167 восстановы. Она у меня так часто не ультовала. Я вообще думала, что у нее восстановы нет. Странно. Это что? Новая Сигна Винти. Наведена. Так, трупа. 13-12, C6. Такая вот была фишка. И последний Беннет. Беннет. 240 восстановы. Меч Сокола. 10-13, C6. Так недавно выпал, кстати. Так, вторая пачка Мавыка. 2240 атаки. Чуть-чуть МС 90. 57 на 225. Криты. Оружие. Сигна. Звезды C1. Фурина. 32 тысячи хп, 86 на 198 криты, 180 восстановы. Ну, неплохо. Оружие. Сигна. C2. Угу. Шелонин. 2700 защиты. 170 восстановы. 82 шанса. Нифига себе. Фавоний. Так, тут этот Яна Спорский. Созвездие C0. И последняя Сетлали у нас с Ремоном. 830 МС. 95 восстанова. Да, наверное, 14 на стоят. Вот такие у нас были сборки. Интересно было поиграть за Кенича. Честно говоря, не умею за него играть. Так примерно знаю, какие у него там пачки могут быть или должны быть. Здесь многих персов нет, поэтому, как говорится, собрала то, из чего что было. Ну, в общем, это было интересно. Мувыка, конечно, слишком. Ну, в общем, все понятно, так как бафы под нее, а вот за Кинчи было интересно. Я еще пробовала в первой половине проходить за час, но, честно говоря, ничего не получилось, и поэтому перепрошла за Киничем. Ну, он с Дорином справился со своей задачей. Спасибо всем, кто посмотрел. Такое вот было прохождение. Надеюсь, вам было интересно. Кому интересно, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Ссылка на плейлист в описании под видео. Всем спасибо, всем пока.